Эти 5 упражнений в тренировках с собственным весом тела, по моему десятилетнему опыту и по общению с другими атлетами, являются бесполезными для регулярных тренировок и прогресса, а некоторые даже травмоопасные. И я предложу, чем же их заменить, поэтому досматривайте до конца. А на связи Владарович, я занимаюсь силовым воркаутом и мне есть что рассказать. Первое упражнение – это выход на одну руку. Чем же оно так плохо? Если у вас уже есть проблемы с суставами и с растяжкой плеч, то вы сразу при выполнении поймете, что оно вам не подходит. Локоть и плечо при закидывании одной руки над турником сразу же окажутся в некомфортном и неестественном положении. И часто у тех, кто пытается сделать такой выход, еще и мало сил, и перекидывание локтя происходит за счет инерции и резко. Это нужно избегать. Не стоит наращивать количество повторений в этом упражнении, достаточно научиться делать 1-2 раза, и сил уже будет достаточно для перехода на следующий этап. А ведь многие его делают, чтобы просто научиться выход на 2. Но для изучения выхода силой на турнике на 2 руки там совершенно другая техника. И лучше тренировать высокие взрывные подтягивания и выходы с резинкой. В выходе на 2, даже с резинкой, у вас будут лучше нагружаться мышцы спины, пресса, рук, грудных мышц. То есть это полноценное базовое движение, в отличие от выхода на одну руку, которое можно назвать лишь элементом, и к тому же травмоопасным. Второе упражнение из списка – это вполне безобидное упражнение на первый взгляд. Это отжимание и подтягивание лучника, а также печатная машинка. В общем, все такие разновидности с акцентом на одну руку. Есть атлеты высокого уровня, которые травмировались на них. Например, Владимир Садков, один из обладателей Кубка мира по воркауту, он повреждал так плечо. Для построения мышц оно тоже не несет никакого эффекта. То есть те, кто хотят усложнить нагрузку или отжиматься на одной руке или подтягиваться, то научиться можно другими способами. А вот для повышения нагрузки новичкам такое совсем не подойдет. Плечо в перекатывании с руки на руку перенапрягается от чрезмерной нагрузки. Есть, конечно, атлеты, которые делают их и в жилете-утяжелителе или с гирей. Это в основном те, кто тренирует это движение целенаправленно для соревнований и плавно с повышением физподготовки к этому подходит. Заменить его можно классическими отжиманиями и подтягиваниями с отягощением, или научиться выполнять такие упражнения на одной руке. Третье упражнение из списка – это скручивание на боковой пресс и наклоны. Оно не будет травмоопасным, но вот бесполезным и неэффективным скорее да. Кто-то делает боковые скручивания на полу или наклоны, думая, что уменьшится в талии и сделает красивым пресс. Но бока наоборот увеличатся, и вообще пресс работает это как одна цельная мышца, и все вариации это лишь акценты. В обычных скручиваниях на полу, где изолированно работает пресс, этого будет вполне достаточно. Вообще, с опытом атлеты все меньше уделяют внимания отдельным упражнениям на пресс. Ведь эта мышца работает и в базовых упражнениях, типа подтягиваний, выходов, отжиманий для стабилизации тела. А вот внешнюю прорисовку больше дает генетика и питание. Четвертое упражнение уже на ноги. Оно как и травмоопасное, так и малоэффективное. Хотя и пришло оно со старой школы, и кто-то может не согласиться. Это сисси-приседания для квадрицепсов. Нагрузка тут уже идет повышенная на коленный сустав. Раньше и сам я делал их на площадке. Хорошо не успел травмироваться, но были примеры. Его лучше заменить классическими выпадами на одну ногу или болгарскими приседаниями. Нагрузка на квадрицепс там будет больше. Пятое упражнение – это отжимание Ганнибала, и, наверное, подтягивание Ганнибала тоже. С одной стороны, если уровень подготовки позволяет и нет проблем с суставами, то его можно продолжать делать, прогрессируя нагрузку, опускаясь все ниже в опоре руками. Да и мышцы трицепса нагружаются там не слабо. Но слишком часто уже его не поделаешь. Нагружается поясница, плечи и может появиться дискомфорт. Это как аналог французского жима. Многие в залах делают его с перебинтованными локтями, так как уже с годами становится болезненно. Если говорить о более безопасной альтернативе, то лучше делайте отжимания от пола узким хватом. Там понятно, как менять нагрузку с жилетом, или просто поставив ноги повыше. Дальше я расскажу, при каких условиях и кому все-таки есть смысл делать эти упражнения, чтобы не выглядело все так однобоко и категорично.
К слову, напомню, мой стаж силовых тренировок с 2011 года. Пишите мне в личные сообщения за помощью с индивидуальными программами тренировок и питания. Читайте десятки довольных отзывов на моем сайте. А также за символическую поддержку донатом на удобную сумму. Отправлю вам свою книгу. Там ошибки в тренировках, рацион питания и большой материал по увеличению подтягиваний. Ссылки в закрепленном комментарии под видео. Перечислю еще и самые травмоопасные силовые элементы. В основном это выполнение вариаций разнохватом или нижним хватом. Там, где сильно растягивается бицепс. Это выход принца, ласточка нижним хватом, самолет и горизонт нижними хватами и отжимание лучника в горизонте. Это то, на чем чаще всего получали травмы медийные атлеты. Адам Раф, Владимир Садков, Андрей Кобелев, Евгений Муромов, Игорь Ковтун и Всеволод Фиалковский, ну и другие. Вообще, должен признать, что не бывает полностью бесполезных упражнений, даже из тех, что перечислил. Просто у каждого атлета свои цели и своя специфика. И есть необходимость выполнения того или другого упражнения. Что будет эффективно для одного, то менее эффективно для другого атлета. Некоторые из упражнений все-таки могут выполняться при определенных условиях. Например, выход на одну руку, хоть это и не поможет по технике движения в изучении выхода на две руки, но в начале пути пару раз, если выполнять этот выход на одну руку, то с плечами, локтями не будет ничего плохого. Главное не застревать на этом этапе и переходить к выходам на две, о чем есть 2 отдельных видео на канале. Печатная машинка иногда используется при выступлениях на соревнованиях, как, например, в ежегодном киевском чемпионате по многоборью от воркаут команды SLS, и тогда это уже тренировать уместно. Подтягивание и отжимание лучника для тренировки подтягиваний на одной или отжиманий на одной руке тоже иногда могут использоваться, но на регулярной основе для проработки мышц лучше нагрузку повышать все-таки в классических движениях. Сисси-приседания точно не стоит выполнять, не разогревшись, и не ставить их в начало, да и делать их раз в месяц или реже. Просто для разнообразия и без дополнительного отягощения. А если есть проблемы с коленями, то исключить их вообще. Отжимания Ганнибала для тех, у кого дискомфорт в локте, плече, тоже лучше не делать. Но вот по силовым элементам это уже выбор соревновательных спортсменов, какие выполнять, а какие избегать. Если начинать разминку с более простых вариаций, подводящих, даже тогда, когда уже хорошо умеете элемент, то все должно быть в порядке, даже с нестандартными хватами и положением кистей. Главное не перебарщивать с нагрузкой и давать дни отдыха для сухожилий. Кстати, расширенную версию этого сюжета я размещу в телеграм-канале Владарович, ссылка будет в закрепленном комментарии. Какие вы делаете упражнения из перечисленных и что бы добавили в этот список? С чем не согласны, с чем согласны? Делитесь опытом в комментариях. И я рекомендую к просмотру еще одно видео о главных принципах прогресса в тренировках дома. Жми на экране, там мы и встретимся. Лайк, подписка. Автор сюжета Владарович.